Sessions — это мой творческий проект на канале YouTube. Он предназначен для мигрантов, для туристов, для студентов, которые хотят лучше знать австралийский разговорный язык. А также для всех тех, кто интересуется страной кенгуру, хочет сюда приехать и больше знать о культуре и о языке этой страны. Австралийский сленг — это визитная карточка, национальное достояние Австралии. Ему удивляются все приезжие из англоязычного мира и не только. Именно через язык мы можем понять ментальность австралийцев, подчас смеясь и удивляясь их воображению и творчеству. Австралийцы любят юмор и стараются избегать сухих, официальных речей. И все это находит, конечно же, отражение в разговорном языке. Взять, к примеру, слово «thongs». В Австралии это сланцы, а для американца это нижнее белье. Так что говорить о приезжих из других стран, для кого английский — это иностранный язык? Как филологу по образованию мне эта тема была интересна. Во-первых, язык — это часть культуры. А разговорный язык — это, можно сказать, народное творчество. Мои студенты часто упоминали о том, что они не могут понимать в полной мере австралийцев. И в этом нет ничего удивительного, ведь австралийскому сленгу, разговорному языку удивляется весь англоговорящий мир. Американцы, канадцы, британцы, приезжая в Австралию, находят здесь чужой, казалось бы, свой язык. Австралийский английский занимает второе место по количеству разговорных слов и выражений. На первом месте американский вариант. Но даже говоря на русском, мы в той или иной мере в неформальной обстановке используем разговорную лексику, сленг. Так почему бы не знать то же самое в австралийском формате? Я также пробовала использовать словари, но для современного студента это не так актуально и не так интересно. А YouTube смотрят все и почти каждый день. Вот поэтому я и решила снимать эти видеоуроки, давая пояснительные картинки, проговаривая слова и предложения, тем самым помогая своим студентам, а также всем тем, кто смотрит мой канал. Другое дело, что это выбор каждого, использовать или нет эти знания, но цель должна быть понимать, что происходит вокруг. Во время своего недавнего визита в Австралию в прошлом году американский президент Барак Обама на официальной встрече в Канберре начал со сленга. И он употребил слово «ear-bashing» среди многих других. «Ear-bashing» в значении «долгая, утомительная беседа». Это слово ему так понравилось, что он даже захотел использовать его в будущем в Вашингтоне. Такие слова, как mate, no worries, fair go, слова, которые вы постоянно будете слышать, будь то телевидение, радио, прочитаете ли вы это в газетах, журналах или от своих австралийских друзей. Поэтому, зная эти слова, вы, конечно же, почувствуете себя чуть более австралийцами. И я думаю, что не стоит этого бояться. Если вам кажется, что австралийцы употребляют много нелицеприятных выражений, то, во-первых, следует вспомнить, что это живой язык, а его родители — это отнюдь не лорды. Во-вторых, многие ругательные слова в английском языке имеют значительно менее оскорбительное значение, чем в переводе на русском. Ну и, конечно, следует вспомнить об истории образования Австралии как государства и просто наслаждаться образностью, яркостью и воображением его носителей. Я думаю, что неформальные словечки — это как пропуск в мир своих. Если вы понимаете их, а иногда и можете вставить нужное словцо, то вы свой парень. Австралийцам мои уроки нравятся. К примеру, мой академический директор лично подписался на мой канал и регулярно следит за обновлениями. The internet is useful for lessons for giving students additional learning opportunities. It can enhance their learning in the classroom. They can revise things that they've learnt in the classroom. They can actually play things back so that if they've missed something or didn't catch a phrase, they can play that lesson back again. So they're very useful for adding value to their lessons that they're doing in the classroom. We've got an innovative teacher on our staff who's added these e-learning opportunities for our students, and they've relished this opportunity to actually have the opportunity to be able to study with their teacher in their classroom at any time. They can download the lessons on their iPhones and they can have their lessons as they're going home in the train.
So it has increased the value that they're getting from their teacher in the classroom. В октябре этого года я участвовала в конференции в университете Сиднея с этим проектом. Конференция называлась Free Linguistics Conference и получила очень приятные отзывы. Студенты часто говорят, что именно эти видео позволяют им увереннее себя чувствовать при общении с своими австралийскими друзьями, а также на работе. Многие из них работают с австралийцами или им так иначе приходится с ними общаться. Ну, я думаю, что вы сами можете спросить у моих студентов, что они об этом думают. I think all the sessions is a great way to learn Australia in formal words. Colorful pictures make it easy to remember. It's very convenient. I can watch, listen, repeat, and use it in my life. It's better than a dictionary, and I can watch as many times. I normally watch video lesson about twice a week. Online video lesson is really great help for students who have both study and works.